Всем привет! Путешествия в Турции продолжаются! Мы прогуляемся по набережной, которая соединяет Мармарис с Ичмелером. На всей ее протяженности, а это 12 километров, вы отлично проведете время и посмотрите на местный колорит. Всем любителям прогулок это видео для вас. Если вы смотрите на море и повернете налево, вы пойдете вдоль баров и ресторанов, которые могут предоставить вам лежак и доступ к Wi-Fi за покупку какого-либо напитка. При этом есть один нюанс. Сохраняйте чек, чтобы после обеда вернуться на свой же лежак. Также будут встречаться и бесплатные пляжи, где вы сможете разместиться без покупки чего-либо. Ближе к старому городу будет парк с детской и спортивной площадкой, прокатом велосипедов. После парка на небольшой площади будет памятник Ататюрку, за которым располагается морское такси, небольшие лодочки, на которых можно добраться до Ичмелера или Турунча. Работают с 10 утра. Тут же можно посетить небольшой рынок местных предпринимателей и мастеров. Следуя дальше, вы можете приглядеть лодку или яхту для путешествия по Эгейским островам. Программа вроде бы у всех одинаковая, а цены и поездки у всех разные. Советую посмотреть видео о нашем опыте покупки тура, о том, как нас кинули и не совершать наших ошибок. После туристических лодок начинается Марина Мармариса с пришвартованными частными яхтами из разных стран. Прогулка в данной части набережной интересная. Различные скульптуры и фонтаны, и все это в окружении исторических зданий. Если вы хотите прогуляться до Ичмелера, то, глядя на море, вам нужно повернуть направо, в другую сторону. Ваш путь снова будет лежать вдоль баров и ресторанов, интересных фотозон и отелей. Вода в данной части набережной чище, так как расположена дальше от Марины. Между Мармарисом и Ичмелером есть небольшой дельфин-парк. После него ваша прогулка продолжится среди хвойных деревьев. На данном участке набережной очень комфортно гулять в любое время, так как тень от данных деревьев создает комфортную атмосферу и защищает от солнца, а воздух от деревьев настолько вкусный и чистый, что и уходить не захочется. Набережная широкая, с выделенной зоной для транспорта и со спусками к морю.
Иногда встречаются бары с террасками, где можно перекусить с прекрасным видом на море, горы и острова. Отелей здесь меньше, и в них селятся люди, предпочитающие тихий семейный отдых. Единственное отличие – это то, что плавать придется с понтонов, так как береговая линия очень узкая. Ичмелер – это популярный турецкий курорт, расположенный в 8 километрах к югу-западу от Мармариса. Это также отдельный муниципалитет. Залив Ичмелер расположен на полуострове Дача. Городок с 3 сторон окружен сосновым лесом. Пешие прогулки по горам очень популярны, и с них открываются фантастические виды на регион. Город быстро развивался за последние 15 лет с жилыми помещениями и другими туристическими объектами. Наряду с ростом туризма на этом курорте турецкой ривьеры появляется все больше возможностей для занятий водными видами спорта, такими как подводное плавание с аквалангом и катание на водных лыжах. Город развивается за счет туристов, ищущих более тихую альтернативу чрезмерно развитому городу Мармарис. Ночная жизнь в Ичмелере довольно скудна. В ресторанах и пабах обычно до полуночи звучит живая музыка. Проводятся шоу и выступления. По истечении этого времени единственное доступное развлечение – это, как правило, ночные клубы. Многие туристы наслаждаются разнообразием развлечений, начиная с ресторанов ранним вечером, переходя в пабы и мини-дискотеки до полуночи, а затем ночные клубы до 4 часов утра. Пляжи Ичмелера тоже песчаные, но чище, чем в Мармарисе, так как нет большого трафика морского транспорта. Дно просматривается, даже если далеко отплыть от берега. Внутри поселка есть парки, площадки, сетевые и сувенирные магазины. Хотя туристы любят делать покупки, особенно поддельные дизайнерские бренды и часы, цены в Ичмелере в последние годы выросли. Тем не менее, город продолжает выгодно отличаться от соседнего курорта Мармарис и особенно выгоден по сравнению с еврозоной. Наши путешествия продолжаются к видовой точке в конце Ичмелера, по дороге которой можно посетить заброшенный отель. Двигаемся вдоль набережной до Марины Ичмелера, выходим на автомобильную дорогу и идем дальше. Так как это конец поселка, трафик небольшой. Отель расположен на возвышенности, но его отлично видно. Поднимаемся по лестнице, чтобы осмотреться. Комплекс состоит из 3 зданий. Около одного из них была разбита палатка, и чтобы никому не мешать, мы посетили только 2 этих здания. Первое здание двухэтажное, состоящее из 3 одинаковых секций. Справа и слева от лестницы расположены двухкомнатные номера. Одна комната с видом на море и вторая с видом на горы. Номера на 2-м этаже такие же, как и на 1-м. Есть возможность подняться на кровлю и осмотреться на все 360 градусов. Будьте аккуратны и смотрите под ноги.
Второе здание напоминает первое, такие же двухкомнатные номера с видом на море и горы. С террасы около корпуса открывается отличный вид на море. Почему отель так и не сдали и не достроили, это все очень интересно, ведь внутри видно, что отделочные работы были завершены, оштукатурены и окрашены стены, установлены подрозетники, завершена отделка, плитка в санузлах и даже кое-где сохранилась сантехника. Были установлены деревянные окна и двери. Любители пощекотать себе нервы могут отправиться сюда ночью, впечатления вам обеспечены. После отеля метров через 300 будет видовая точка, ее можно найти на Maps.me. Дальше прохода нет, есть шлагбаум с охраной, который пропускает только машины на стройку нового 5-звездочного отеля. У нас было время, и мы решили пройтись по пешеходной тропе до Турунча. Ориентируясь по приложению Maps.me, мы нашли вход в национальный парк Мармариса. Вход неприметный, в конце тупиковой улочки. Тропа отлично читается, видно, что люди за ней ухаживают, убирают поваленные деревья и наносят опознавательные метки. По приложению протяженность пути около 6 километров. К сожалению, путешествие оказалось коротким, так как часть тропы была затронута пожарами. В воздухе чувствовался запах гари. Мы решили вернуться, так как начала болеть голова. И не знали, сколько это продлится. Я уверен, что спустя время запаха гари уже не будет. Лес станет восстанавливаться и данный маршрут снова станет возможным. Я всем советую прогуляться по набережной и посетить Ичмелер. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, ставьте лайки, если мое видео было интересным. Всем спасибо за внимание, пока-пока.